Друзья, всем привет! Всем привет! Мы на центральном рынке города Воронежа, и я вам сегодня его покажу, какой он, как он выглядит, как он интересный. Всем приятного просмотра! Он находится прямо в центре города, вот тут вот театр оперы и балета прямо, и здесь вот смотрите, как тут все так красиво оборудовали. Ну, пойдемте вовнутрь, посмотрим, что там есть внутри. Такой прям красивый рынок. Мне надо сейчас хоть что-то. Здесь вот квас продают на входе. Так, ну давайте смотреть, что тут у нас есть. Вот это фирменный молочный магазин Молвест. Это Вкуснотеево. Масло у них хорошее. Мы, кстати, масло все время покупаем Вкуснотеево. Молоко разное берем. Так, давайте пройдемся по рынку. Рынок, смотрите, какой. Я его помню, когда он еще был до реконструкции. Сейчас вот смотрите, какой он большой, открытый, интересный, новое пространство. Тем более мы здесь не были уже. Сколько мы тут с тобой уже не были? 2 года, да, не были? Да, сейчас пройдемся, посмотрим. Значит, что тут есть? Есть вот такие вот всякие отделы с субпродуктами. Я туда не буду заходить. В общем-то, тут всякое разное мясо продается, там стейки. Вот, давайте пройдем, посмотрим, что тут есть такое более интересное. Вот. Мясные ряды здесь. Здравствуйте. Говядина, баранина, свинина. Все есть. Субпродукты. Ну, цены не написаны. Ну, хотя можно будет, наверное, даже и спросить. Вот 450. Мякоть 580 говядина. Шея телячья 750 рублей. Мякоть 800. Вот, свиная шея 350 рублей. Вот, ну, я думаю, что цены примерно одинаковые на мясо вообще в городе. Значит, что там есть? Там есть, значит, фруктовые всякие разные ряды еще. Овощные ряды, картошка, морковка, лук. Вот все вот таким образом здесь представлено. Свекла, перец. Да, друзья, сегодня у нас вторник, 2 июля. Здесь фрукты. Черешня по 495. Абрикос он там по 300 рублей. Ну, тут, конечно, явно точно все подороже. Если я был буквально на птичьем рынке, там цены абсолютно другие, да. Но это центральный рынок, поэтому на центральном рынке Все нормально, в тот раз все здесь все, конечно, красиво. Здесь и качество, конечно, лучше, наверное. Смотрите, как тут все разложено. Так, что тут еще у нас есть? Смотрите, всякие разные компотики продаются. Здесь орехи, но вот такие отделы с орехами они сейчас практически везде есть. Орехи, фисташки, сухофрукты, финики, рис. Очень много индийского риса. Таких отделов сейчас полно на разных рынках. Здесь яйца домашние, начинаются от 140, 130, 140 рублей хохол. Есть и домашние, и не домашние. Я, кстати, покупаю домашние яйца всего одного человека. Вы видели где? Кто не смотрел, кстати, вы можете посмотреть про птичий рынок, про фермерский рынок, так называемый, про который есть ролик. Это помидоры местные, 250, 150 огурцы, клубника, тоже это местная, воронежская, 450 рублей. Вот, и вот есть земляника, стакан 600 рублей. Вот эта земляника точно, такую землянику нужно будет купить, это очень полезная дикая ягода. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, стаканчик вот этот, вот такой. Голубика
есть по 700, есть по 1000. Вот такой крыжовник. Вот, кстати, смородина. У нас там тоже есть смородина. И вот вишня. Вишня такая же, как у нас. Я из нее вчера сварил компот. И малина. Малина у нас тоже очень много. 700 рублей килограмм. Так, здесь продается мед. Всякие разные соленья домашние, вот эти вот корейские закусочки. Ну, они на всех рынках, такие закусочки есть. Здесь разные специи. Так, ну вот здесь вот всякая разная курица, утка. Домашних уток я что-то здесь не видел, да? А нет, вот, кстати, есть домашняя, здоровая такая. 470 рублей килограмм стоит. Кролики 580, перепела разные, вот тоже утка. Какие-то утки прям такие, прям хорошие, большие. Но мы утку берем домашнюю. Так, давай пойдем сюда, посмотрим, что там у нас есть дальше. Здесь хорошие рыбные, кстати, отделы. Карпы, осетры, устрицы. Раньше у них здесь даже были морские ежи. Такой здоровый толстолобик. Судачок. Караси. Так, ну здесь морская рыба разная. Цены вы тут видите, поэтому я даже их не комментирую. Ну, на Воронежском, наверное, примерно такие же цены. Рынки вот на Воронеж, который я тоже часто езжу, там тоже много чего покупаю. Всякая соленая, вяленая рыба. Вот что мне нравится, конечно, в России, то что это вот, ух ты, блин, сик. Ну, конечно, дороговатый. Сик стоит 4200 холодного копчения. Классная рыба из Якутии. Все есть, смотрите, всякие осьминоги, креветки и тому подобное. Икра красная разная, ну и всякие разные консервы. Какая здоровая селедка, залом. Я хочу такую селедку попробовать. Здравствуйте. А? Такую большую. Давай, брать. А она как вообще, вот эта вот залом? Она, я просто ее, по-моему, даже ни разу не пробовал. Она как? Знаете, на любителя. Да? Она речная. Речная, да? Да, она из Каспийского моря проходит. Ага. Там- Сильно соленая? Нет, она не соленая, но там в ней нам ближе атлантическая. Да? Блин, я тогда не буду это рисковать, ладно. А это дело в том, что много очень косточек. А, костей много, да? Знаете, вот, более клещу. А. Как лещ. Как лещ. Она жирная очень. Ну, хочешь попробуем возьмем такую? Хочешь? Ну, Да. try. Ну, давайте, да, только не сильно здоровую. Попробуем этого залома. It's special interesting fish, very fat, he said. Maybe you like. Maybe like in Cambodia. Да. Попробуем сейчас. Все-таки вот такое вот. Какие-то эксклюзивные штуки. Вот, кстати, то, что земляника была именно лесная. И вот это сельдь. Давайте, пойдет такая. Попробуем. А так она только пошла. На 172 рубля. Хорошо. 170. Ну что, вот много всего. Я, кстати, на Воронежском рынке тоже попробовал, купил вот такой балык. Вот такой балык, кстати, очень вкусный.
Он такой вяленый. Чуть-чуть попробовал, но жирноватый такой, да. Ну, как видите, изобилие всего. Изобилие всего. Рыба, вот все тут везде, все самое-самое разное. Здесь есть и мясо всякое, ну, рыба, точнее, не мясо. Икра, вот, килограмм 7500, 8500. Сейчас такие цены. Это прям крупная икра, наверное, икра чавычи. Я положу вот так. Да. Ага. Да, давайте, насколько там будет, да. Вот берем икры здесь. Пепи у нас любит икру. Красный возьмем, есть 100 грамм. Всякие разные салаты, вот морская капуста, икра сельди, сама селедка, ну, здесь вот все сушеное. Кстати, вот эта корешка, наверное, интересная. Я пробовал корешку, очень вкусную, на Камчатке покупал. Она называется пузанок, ну, практически как моя фамилия. Пузанок. Потрясающе было вкусно. Так, ну, в общем-то, они как бы ряды все похожие, все примерно одинаковые. Ну, разнообразие, изобилие, все есть. Нам, конечно, такого в Азии точно не хватает. Так, ну что, значит, что здесь? Вот давай посмотрим, что здесь. Здесь есть магазин сладостей какой-то, Аленка, видать, фирменный. Потом там магазин Эконива. Туда мы не пойдем, вот там хлеб, как-то хлеб, пироги. Так, мы пойдем с тобой на второй этаж. Пойдем, посмотрим. Пойдем посмотрим, еще там сыры есть. Какие? Может быть, сыр посмотрим. Да, вот здесь вот заморозка разная. Горбуша, миндаль, скумбрия, хек. Вот видишь, я тут только стояла с телефоном, я понимаешь? О, здесь вот есть, смотрите, здесь есть прям грибочки. Такие соленые, можно купить груздей. Белый гриб. Еще какие-то лисички. Опять же корейские закуски. Большая камбала такая красивая. Но нам рыба пока не нужна, мы так уже набрали. Вишня вот по 200 рублей. А у тебя Абрикосы по 200. Вот тут, кстати, продается хлеб. О, нам нужно хлеб купить, гречичный с луком. Вкуснейший. Вот ромбаба, он есть и на Воронежском рынке, и здесь. Потрясающий вкусный хлеб. Здрасте, можно гречичный с луком полбулки? Нереально вкусный хлеб. Вот я его всегда покупаю, но на Воронежском. Здесь я же редко в центре бываю. Ну, конечно, такой, сколько вот стоит он? Сейчас получается сколько? 139. 5 рублей 100 грамм, 139. Да. 139 рублей, вот такая стоит часть хлеба. Очень вкусного. Туда можно куда-нибудь засунуть? Есть место? Ну, вот здесь всякие разные пирожные, торты. Какие-то очень вкусные торты. Но лучше на них не смотреть. Я со сладким себя точно ограничиваю. Хотя здесь такой потрясающий зефир, если мы его пойдем, обязательно купим детям. Чуть попозже вам покажу. Значит, вот здесь вот все пекут. Очень популярная тоже точка. Здесь вот всякие лепешки делают. И лаваш. И самса здесь. Вот такая же точка есть на Воронежском рынке. Да, чтобы вам было понятно, это центральный рынок. А Воронежский рынок — это вот там, где я живу. Уже в том районе, в северной части города. Турецкие сладости.
Так, и вот здесь вот большой такой отдел сыров. Сыров и колбас. Разные сыры. Отовсюду. С всех уголков. Куда только можно привезти сейчас. Какое-то мороженое. Персики уже пошли. Крымские персики очень, кстати, вкусные. Крымские тут привезли. И сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там очень много производителей разных. Там производство... Посмотрите сейчас, чего есть. А вот смотрите, тут такая зона отдыха. Можно прийти, просто посидеть и отдохнуть. Тоже вот какой-то отдел, это сами делают сувениры воронежские. Можно купить матрешки. Сладкие сувениры. В общем-то, вот тут вот очень интересный отдел. Здесь есть зефир в шоколаде. Ну, потрясающе вкусный, который мне очень нравится. О, тут да что-то новое появилось. Вот зефир в шоколаде, кофейный. Потрясающе вкусный, мы сейчас возьмем его. И у них тут это свое производство, вот там внутри там видно, что они работают. Тут обычный зефир тут с цукатами 440 рублей стоит. Ну, в шоколаде самый вкусный, если его заморозить. Рекомендую, кто будет в Воронеже, обязательно сюда попадите. Зефир в шоколаде кофейный, самый вкусный, который я вообще пробовал. Мармелад в шоколаде есть. Ну тут, конечно, вообще сладко, сладко, сладко и сладко, и сладко и вкусно. Ого. Смотрите, смотрю, какой-то черный на уголь, похоже, чернозем. А что это? А почему он такой черный? Растительный уголь бамбуковый добавляется. А, растительный уголь. Воронежский чернозем. Дай пакет еще, пожалуйста. 521. Вот такая коробка, достаточно такая крупная, 521 рубль получилось, тут 600 с лишним грамм. Да, вот у них вот такие сразу же и коробки, и подарочные, если вам будет это интересно, обязательно можно купить какой-то подарок отсюда. Из Воронежа сладкий. И прям максимально рекомендую. Так, здесь у нас какой-то молочный отдел, у них тут свои сыры какие-то. Сулугуни. Вот тоже все здесь. Производство прям здесь вот находится, прям внутри там. И сметана, и творог, и копченые какие-то сыры. Прям такой большой выбор. Вот он тут готовится, созревает. У них там даже, вот смотрю, даты какие-то стоят. Видите как? Прям очень красиво. Так, а что здесь? Ого. А здесь вот мясо. Это свинина. Это что они делают тут, интересно? Продукция созревания. Вот здесь созревает все. Вот тут цены написаны. Сыровяленая.
Сыровяленая продукция. Сосиски из индейки. Сосиски такие. Ну, мы вообще все покупаем на Воронежском рынке. Сардельки и сосиски. Немного, но берем их. Ну, вот очень тоже, кстати, интересно. Так, вот сейчас я вам сверху здесь засниму рынок, друзья. Посмотрите. На две части он как раз вот разделен вот тем переходом, рынок вот такой. И здесь мы вот гуляем по второму этажу. Доска почета. Так, а здесь, смотрите, здесь паста. Паста с яйцом. Можно купить сразу. Всякие разные пироги, выпечка, чебуреки, пирожки. Интересный пирожок с печенью, с грибами, с картошкой. Всякие разные сладкие. Здесь своя коптильня, вот смотрите. Очень так вот даже прям выглядит очень стильно. Смотрите. Ну, закрыто. Или может быть там нет магазина, я не знаю, где они торгуют. Так, здесь всякие разные корзинки. Потом церковная всякая разная утварь. Какой-то магазин для животных, туда я тоже не захожу. Здесь есть социальный магазин, какой-то льготный, для льготников. Написано все. Кому интересно, посмотрите. Так, здесь какая-то кафешка. Пока не вижу, что здесь продается. Ну, вот какой-то ресторанчик или кафе, но ничего не понятно. Ничего не написано, вот просто надо туда вовнутрь, неохота спускаться. Потому что хочется посмотреть, что вот там есть дальше. Так, а здесь такой фудкорт расположен. Не то чтобы совсем большой, но что здесь? Ну, обычная столовая. С обычной столовой едой. Но вот там вот интересно, что туда подойдем, я вам расскажу, что там есть. Тут пельменная. Здесь сразу готовят пельмени. И вот пельмени здесь вкусные. Я их помню, как-то раз ел, я хочу попробовать их заказать. Тоже. Сразу тут все готовят, как видите. Вам или без? Они такие большие. С водой или без? И его на висуп. О, висуп. О, визаут суп. С водой, да. С бульоном. О, какие они здоровые. Сметана, майонез. Просто здоровые. Здоровые такие пельмени. Значит, одна штука стоит 33 рубля. Это из баранины. А из свинины и говядины 26. Но мы берем из баранины. Так, нам 10. Тоже с бульоном. В одну 10. В одну 10 сметана и зелень. Сейчас. Вот такая большущая тарелка стоит 330 рублей. Так, что мы еще взяли? Вот такой компот и вот такой еще салат.
это стоило 175 рублей. И в итоге вот это вот все у нас стоит, ну, 500 рублей. Ну, пробуй. Ой-ой. Нормально, волосы облила. Как бульон? Не нравится? Горячий. В общем-то, друзья, я уже попробовал. Вкусные пельмени с бараниной. Мне понравилось. Тебе салат тут понравился, да? Ну, видишь, как, хоть чуть-чуть разнообразить. Видишь, тут вот такой вот воронежский рынок. Тут можно вот на фудкорте поесть. Вкусно, да? И пельмешки, друзья. Ну, как видите, здесь удобно, можно вот посидеть везде, покушать, либо стоя, либо сидя. Здесь вот мороженое, торты тоже все собственное производство делают. Всякие заварные кольца. О, вкусная штучка вот эти тоже. Даже вот там есть чак-чак. Так, а здесь производят что такое? Вот сушеные овощные чипсы. Сушеный лимон, сушеный апельсин, банан, виноград, груша с корицей. И лимонад тут делают. Смотрите, какой шоколадный фонтан. О, здесь разные конфеты тоже, они тоже свое производство здесь конфетное. Вот такое производство шоколада. О, кофе, baby. Maybe you wanna drink coffee? Ну давай, я хочу кофе попить. Смотрите тут, смотрите, тут просто с кофе огромный такой ассортимент. Смотрите, Индонезия, и Доминикана, и Колумбия, и... А вот Камбоджи здесь нету, да. И нету. Да нету Камбоджи. Камбоджи вот у них нет, и Вьетнама у них нету. На самом деле, как бы Вьетнам мощнейший тоже производитель кофе, но здесь его нет. Ну, ты не купишь, а я куплю какой-нибудь. Так. Я еще хотел себе петличку купить, у них тоже купить. А они петлички есть в Комплект? В комплекте есть петличка у этой камеры. Одна петличка идет сразу. Петличка сразу диджеевская. Просто хорошо, что это... Так, вот такой кофейный тоник со льдом. Очень интересный получился по вкусу. Первый раз такой пробую. Вот смотрите, зона отдыха. Можно тут спокойно посидеть и отдохнуть. Устал ходить. Сидишь, он даже какой-то там телевизор показывает. Массажные кресла. Рояль. Ну, наверное, не рабочий. Все, друзья, надеюсь, было интересно. Мне очень, кстати, понравился рынок. Он немножко даже изменился. Я, конечно, был уже в таком состоянии, в таком в интересном, когда здесь был я последний раз. Вот, но он стал более интересный. Всем рекомендую сюда сходить и жителям города, и гостям обязательно. Всем удачи, пока. Поставьте лайк и напишите обязательно комментарий. И опять же, кому интересно смотреть больше информации, получать про Камбоджу, у нас есть Telegram, на него есть ссылка. Там много чего интересного про Камбоджу. Всем пока. У нас, кстати, друзья, прям жара. Жара 34 сейчас показывает. Прям как в Азии. Но на самом деле мне здесь жара, когда здесь 34, вообще не нравится, потому что она такая сухая, здесь влажность такая самая минимальная. И кажется, что просто нереально как бы жарко и дышать нечем. В Азии, в Камбодже, там, в Таиланде или во Вьетнаме, когда такая погода, то все-таки там влажность такая большая. И вот, не знаю, мне и вот многим моим друзьям нравится больше, когда сильно
влажно в такую жару. А вот, смотрите, показывает у нас 34 градуса. Что? Эпи хочет тоже начать снимать канал для камбоджийцев. Я говорю, слушай, уж давно пора показывать жизнь в другой стране. А она все никак не может собраться. Да? Да. Но, друзья, еще раз все-таки хочу сказать, то, что лето в центральной европейской части России очень хорошее, очень хорошее. Даже несмотря на то, что сейчас у меня на спидометре, точнее на термометре показывает 35. Это редко, скоро там недельку побудет, потом опять упадет температура. Да, следующий выпуск вы, скорее всего, увидите из Москвы, потому что мы поедем в Сибирь и заедем в Москву. Скорее всего, будет оттуда выпуск. А потом будет выпуск из Сибири. Наверное, из Сибири будет их точно пара, потому что мы планируем к родителям едем, внуков показать бабушке и дедушке. И хотим поехать в одно потрясающе крутое место, на соленое озеро, где ты лежишь и не тонешь, практически как в Мертвом море. Будет очень интересный выпуск оттуда. Ну и выпуск еще про Сибирь сам по себе будет, я думаю, что тоже будет интересный. Покажу вам, что там сейчас происходит в моем маленьком родном городе.